Февраль в том году выдался капризным и непредсказуемым. После нескольких недель суровых крещенских морозов, сковавших местную реку толстым панцирем, неожиданно пришел влажный атлантический циклон. Дневное солнце, пробивавшееся сквозь сероватую дымку облаков, быстро топило верхний слой снега, превращая его в скользкую и тяжелую кашу. Однако под этой талой водой происходил куда более опасный процесс. Льдины напитались влагой, потеряли свою монолитность и стали рыхлыми, будто сахар, размокающий в горячем чае. На вид река все еще казалась крепкой и застывшей. Но этот обманчивый вид таил в себе смертельную угрозу для любого, кто рискнул бы ступить на ее гладь. Молодая серебристо-серая хаски по кличке Айви, весившая около 27 килограммов, была воплощением чистой энергии и природного любопытства. Ее густая шерсть отлично защищала от любого холода, а ярко-голубые глаза жадно ловили каждое движение вокруг. В тот день, во время обычной прогулки неподалеку от побережья водоема, Айви была охвачена азартом. Где-то у камышовых зарослей на льду всплеснула крыльями дикая утка, или же просто ветер донес до собачьего носа какой-то интригующий запах. Не задумываясь о скрытой опасности, легкая и быстрая собака сбежала с высокого берега и легко помчалась по заснеженному покрову. Первые десятки метров пути не предвещали ничего дурного. Айви беззаботно бежала вперед, радуясь свободе и пространству. Но по мере того, как она отдалялась от береговой линии и приближалась к середине реки, где течение было сильнее, структура льда кардинально менялась. Под лапами хаски сначала послышался глухой, зловещий треск. Собака приостановилась, насторожив уши. Вдруг прямо перед ней образовалась сетка из микротрещин, из которых немедленно выступила темная ледяная вода. Попытка Айви развернуться назад только усугубила положение. При каждом шаге ее когти пробивали хрупкую корку, и лапы погружались в обжигающую шугу. Внезапно под ее задними лапами лед окончательно просел, и собака по грудь провалилась в воду. Охваченная паникой, она сумела выбраться передними лапами на ближайшую относительно целую льдину, но продвинуться дальше уже не могла. Вокруг простиралась лишь ненадежная талая масса. Поняв, что любое новое движение уносит твердь из-под ног, Айви замерла на месте. Ее тело дрожало от страха и пронизывающего холода, а в глазах застыл немой призыв о помощи. На берегу быстро поднялась суматоха. Хозяева Айви и случайные прохожие в ужасе наблюдали за происходящим, но подойти к попавшей в беду собаке никто не решался. Сделать хотя бы несколько шагов по такому льду в обычной зимней обуви и тяжелой одежде означало гарантированно провалиться в ледяную бездну. Без специального снаряжения человеческая попытка спасения превратилась бы в еще одну трагедию. Единственным верным решением был экстренный вызов службы спасения. К счастью, местная пожарно-спасательная бригада отреагировала мгновенно. Уже через несколько минут на берег с воем сирен прибыл специальный автомобиль. Из него оперативно выскочили спасатели, оценивая ситуацию прямо на ходу. На счету была каждая секунда. Температура воды колебалась около 0 градусов, а мокрая густая шерсть хаски быстро тяжелела, лишая собаку остатков тепла и сил. Если бы Айви соскользнула с льдины снова, выбраться самостоятельно у нее уже не было бы никаких шансов. Пожарные сразу оценили сложность операции. Лед был в настолько плачевном состоянии, что подходить к собаке стоя не было никакой возможности. Единственным способом добраться до животного было передвижение по-пластунски, чтобы максимально распределить вес тела спасателя по поверхности. Один из пожарных быстро надел непромокаемый гидрокостюм со страховочной обвязкой и приготовился ступить на талую гладь реки. Его коллеги на берегу надежно зафиксировали страховочные веревки и встали на позиции, готовые в любой момент вытащить своего товарища обратно, если лед под ним окончательно обрушится.
Спасатель опустился на живот и медленно пополз по ледяной каше. Движения его были предельно плавными и выверенными. Под его грудью и коленями лед глухо стонал, прогибался и подтаивал, но гидрокостюм и правильная техника передвижения позволяли продвигаться вперед метр за метром. Талая вода заливала лицо и руки, а холод пробирал даже сквозь защитное снаряжение. Но все мысли человека были сосредоточены на маленьком серебристом силуэте, застывшем впереди. Сложность задачи заключалась не только в угрозе провалиться под лед. Главной неизвестной переменной оставалось поведение самой Айви. Стресс, шок, холод и приближение незнакомого человека в громоздком снаряжении могли спровоцировать у испуганной собаки непредсказуемую реакцию. В состоянии паники Хаски могла попытаться убежать, и тогда она неизбежно оказалась бы в глубокой полынье. Остановившись в нескольких метрах от собаки, спасатель начал говорить с ней. Его голос звучал удивительно мягко, спокойный и убаюкивающе, контрастируя с суровой обстановкой вокруг. «Привет, девочка. Все хорошо. Иди ко мне, Айви. Давай, милая, иди сюда, не бойся», — ласково звал он, аккуратно протягивая к ней руку. Айви повернула голову. Ее уши нервно дергались, реагируя на каждый звук. Она смотрела на приближающегося человека с глубоким недоверием и надеждой одновременно. В ее глазах читалась сложная борьба между собачьим инстинктом самосохранения, приказывавшим не двигаться, и желанием спастись. Несколько раз собака подавалась вперед, но как только лед под ее лапами слегка прогибался, она в страхе отпрядывала назад. «Осторожно, без резких движений», — тихо передал спасатель своим коллегам на берегу. «Она очень напугана. Любое вздрагивание ее отпугивает». На берегу все замерли. Взрослые, суровые мужчины, наблюдавшие за операцией, не смели даже громко выдохнуть. Пожарный на льду проявил ангельское терпение. Он замер в ледяной воде на несколько минут, позволяя Айви привыкнуть к его образу и голосу. Он продолжал безумолчно повторять ее имя, настраивая незримый мостик доверия между человеком и зверем. Стихия продолжала наступать. От дыхания людей и общего потепления края полыньи вокруг Айви медленно крошились. Время работало против них. Понимая, что больше ждать нельзя, пожарный аккуратно подвинулся еще на полметра вперед, сокращая дистанцию до минимума. Теперь их разделяло лишь вытянутое расстояние руки. «Ну же, Айви, иди ко мне, хорошая девочка, давай!» Снова прозвучал мягкий призыв. И произошло маленькое чудо. Собака почувствовала искреннее добро и уверенность, исходившие от спасателя. Преодолевая панический страх перед проваливающимся льдом, Хаски сделала один нерешительный шаг, затем второй, и буквально ткнулась носом в протянутую перчатку спасателя. В ту же секунду пожарный мягко, но крепко обхватил собаку за шею и туловище, надежно зафиксировав ее. Напряжение, достигшее своего пика, мгновенно спало. Поняв, что ее держат надежные руки, Айви перестала сопротивляться. Она прижалась к своему спасителю всем телом, тяжелым от намокшей шерсти, и затихла, полностью вверив свою судьбу человеку. Несмотря на успех первой фазы, операция еще не была завершена. Впереди оставался самый тяжелый отрезок — эвакуация на берег. Спасатель, удерживающий на себе килограммы мокрой одежды и 60-фунтовую, почти 27 килограммов собаку, не мог передвигаться самостоятельно, не рискуя окончательно сломать ледяной покров под двойным весом. На берегу началась слаженная и быстрая работа. Спасатели обсуждали, как лучше вытащить команду. Предлагалось использовать специальные носилки или одеяло в качестве петли подвеса. Однако, оценив состояние льда, было решено действовать быстро и прямо через страховочный трос.
«Давай, тяните осторожно! Держу ее крепко!» — крикнул спасатель команде на суше. Коллеги на берегу начали плавно, без рывков, подтягивать страховочный канат. Пожарный, крепко прижимая Айви к своей груди, скользил спиной и боком по талому льду, принимая на себя все удары и брызги ледяной воды. Он следил за тем, чтобы собака находилась сверху и не касалась воды, а также чтобы она постоянно видела перед собой сушу и не паниковала снова. Шаг за шагом, метр за метром расстояние до берега сокращалось. И вот, наконец, скользкий и опасный лед сменился твердым грунтом и заснеженной травой. Команда спасателей подхватила своего коллегу и испуганную Хаски, моментально помогая им подняться. Айви оказалась на сухом и безопасном берегу. Собаку сразу же укутали в сухие теплые одеяла, чтобы предотвратить переохлаждение, и передали в руки плачущих от счастья хозяев. Сам спасатель, тяжело дыша и стряхивая со своего костюма куски льда и грязи, лишь скромно улыбнулся. Эта история стала не просто очередным дежурным вызовом для городской пожарной службы. Она превратилась в истинный символ человечности, выдержки и взаимного доверия. Благодаря профессионализму спасателя и его способности найти подход к испуганному животному в критический момент, обычный зимний день завершился настоящим хэппи-эндом.